Всем большой-большой привет! Меня зовут Вера, и это мой самый первый мастер-класс по вязанию вот такого летнего кроп-топа спицами. Что вам понадобится для вязания этого топа, это все я расскажу в видео, а сейчас я вам хочу рассказать, что вы можете для себя еще приобрести в процессе данного мастер-класса. Если у вас возникли какие-то вопросы или проблемы, которые вы не можете решить самостоятельно, то я предлагаю вам участие в совместнике, который будет проходить в секретном чате Telegram, где такие же девушки, как и вы, у которых возникли сложности, будут вместе их решать, чтобы у вас получился вот такой топ. Также, если вам этого будет недостаточно и вам нужно будет индивидуальное сопровождение, то я предлагаю вам свои услуги. И вместе с вами мы свяжем вот этот топ. Все цены за индивидуальную связь, за совместник, все это указано в описании. А также подписывайтесь на мои соцсети, чтобы не пропускать ничего нового. Все, поехали вязать топ. Я вязала из пряжи Коко. Это 100% мерсеризованный хлопок. Здесь в 50 граммах 240 метров. На мой обхват груди 74 сантиметра у меня ушло 2 мотка. Я вязала в 2 нити, и в принципе вот у меня что с них осталось, поэтому если у вас обхват будет 76 сантиметров, то вам тоже хватит. Я советую вам эту пряжу, потому что, во-первых, она бюджетная, за моточек за один 100-150 рублей в районе, где-то так. И она очень износостойкая, то есть у меня за 5 лет с изделием ничего не случилось, оно не вытянулось, оно не село, все как было, так и осталось, он даже не распушилось, все прекрасно, поэтому я вам без нее советую вязать. И чтобы и вам было проще с расчетами и с плотностью вязания, то есть со всем вот этим, чтобы вам сильно не заморачиваться. Далее спицы. Спицы у меня 2 миллиметра. Обязательно они должны быть круговые, потому что у нас вязание будет без швов по кругу. У меня длина лески 90 сантиметров, но вам лучше взять покороче, чтобы было удобнее. Крючок вот такой вот тоненький, 1,75, он вам понадобится для того, чтобы потом прятать нитки и сшивать наши бретельки со спинкой. Затем маркеры. Маркеры 3 штуки. Можно использовать такие покупные, но я их не люблю, потому что они быстро ломаются. Я пользуюсь вот такими крючками для штор. Это реально удобно, они прочные, с ними ничего не случится. Их можно всегда вот так вот открыть. В принципе, советую. Такой вот лайфхак. И булавочка. Булавочка вам понадобится, когда мы будем снимать петли с бретельки. Для того, чтобы вязать другую бретельку, можно использовать тот же самый маркер, крючок, в принципе, без разницы. Но на этом все. Ну, в принципе, еще ножницы, блокнотик, чтобы нам это все записывать. Все, в принципе, больше ничего не нужно. Перед началом любого вязания нам сначала необходимо связать образец 10 на 10 сантиметров. Для этого набираем на спицы количество петель кратное 4. В моем случае я наберу 32 петли плюс 2 кромочные, то есть 34 петли. Обычным способом. Для тех, кто не помнит, как набирать петли, внимательно смотрим дальше. Для набора петель мы отматываем небольшое количество нити с клубочка, наматываем на большой палец, затем на указательный, хорошо все прижимаем и прячем под остальные пальцы. Делаем вот такую хорошую натяжку, чтобы у нас с вами ничего не болталось. Берем спицы, вводим в нижнюю нитку и просто сбрасываем. У нас получается вот такая вот свободная петля. Мы просто ее накрутили. Далее вводим спицы под нижнюю нитку, вот в эту петлю, подхватываем верхнюю и протягиваем в образовавшуюся петельку. Все, у нас получилась петля. Хорошо затягиваем. Далее мы делаем все то же самое. Снова подхватываем нижнюю, затем подхватываем верхнюю нитку и продеваем в образовавшуюся петлю. 3 петли. Снова подхватываем в нижнюю, верхнюю и продеваем, затягиваем. Снова то же самое. Подхватываем, затягиваем. Все, вот таким вот мы способом набираем 34 петли самостоятельно. Я набрала петли. Далее, что мы делаем? Вяжем первый ряд нашего узора.
Снимаем кромочную. Кромочную мы всегда будем снимать. Далее провязываем 2 лицевые петли. Первая, вторая. Затем провязываем 2 изнаночных. У нас будет получаться резинка 2 на 2. Раз, два. 2 изнаночные провязали. Далее провязываем снова 2 лицевые. И снова 2 изнаночных. Снова 2 лицевые. И так чередуем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда самостоятельно. Я связала первый ряд, второй ряд вяжем вместе. Второй ряд будет у нас изнаночным. Здесь мы вяжем все по рисунку. Если у нас лежит лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. Лицевая, 2 изнаночных. Ничего не меняется. Просто вяжем по рисунку второй ряд. Далее последующие ряды мы с вами будем вязать точно так же. Все по рисунку. Вяжем так, пока у нас в высоту не будет 10 сантиметров. Все, я довязываю наш образец и закрываю петли обычным способом. Внимательно смотрите, что я для этого делаю. Я провязываю первую петлю, вторую тоже провязываю, просто по узору, и вторую петлю я протягиваю через первую, вот таким образом, и затягиваю. Туго не затягивайте, чтобы у нас край не был стянутым, а лежал так свободненько. Снова делаем все то же самое, провязываем следующую петлю, протягиваем ее через предыдущую и затягиваем. И так мы делаем до конца, пока у нас не будут закрытыми все петли. Для чего мы вообще вязали этот образец? Для того, чтобы узнать плотность вязания. Плотность вязания нам понадобится для того, чтобы знать, сколько набирать петель на топик. Для этого мы сейчас с вами измеряем в ширину и в высоту изделия до ВТО и после ВТО. ВТО – это влажно-тепловая обработка. Для этого мы хорошо растягиваем образец в ширину и сантиметром или линейкой измеряем, сколько у нас сантиметров в ширину. У меня это 12,5, я это все записала. Затем измеряем также образец в высоту. В высоту у меня 10 сантиметров. Также измерили и также записали. После этого мы проводим ВТО, то есть мы стираем, потом отпариваем. Как ухаживать за вязаными изделиями из хлопка, у меня это все есть в Instagram, в одном из Reels, поэтому переходите, смотрите. Итак, после стирки нам необходимо снова измерить наш образец в ширину и в высоту. Также растягиваем наш образец, измеряем, сколько сантиметров у нас в ширину. В ширину у меня как было 12,5 сантиметров, так и осталось. Ничего не изменилось. Записываем данные. В высоту у меня также 10 сантиметров. То есть мы можем сделать вывод, что образец у нас не растянулся, не сел после стирки, после отпаривания. Все как было, так и осталось. И при наборе петель мы это будем учитывать, потому что не нужно будет набирать больше или меньше петель, ровно на свой обхват груди. Далее мы рассчитываем плотность вязания. Плотность вязания нам необходима для того, чтобы знать, сколько петель нам нужно будет набрать уже на изделие. Для этого мы хорошо также растягиваем образец, отмеряем 10 сантиметров, и нам нужно посчитать, сколько в 10 сантиметрах у нас петель. Для удобства мы будем считать не сами петли, а вот эти вот резиночки. То есть у нас получается 2 лицевые, 2 изнаночные. И начинаем считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У меня в 10 сантиметрах 13 вот таких вот резиночек. То есть мы 13 умножаем на 2, потому что у нас 2 лицевых, 2 изнаночных. Получается 26 петель в 10 сантиметрах.
Чтобы узнать плотность вязания, нам необходимо 26 разделить на 10 и получаем 2,6 петель в 1 сантиметре. Далее рассчитаем плотность вязания в высоту. В принципе, она нам не сильно нужна, но вообще она может пригодиться, когда нам необходимо знать, сколько рядов нам необходимо провязать. Также мы измеряем в высоту, сколько у нас рядов в 10 сантиметрах. Я вязала 41 ряд, также 41 делим на 10 и получаем 4,1 ряда в 1 сантиметре. Приступаем уже непосредственно к расчету петель на наш топ. Для этого нам необходимо знать обхват груди. Каждый уже измерил, каждый уже знает. У меня это 74 сантиметра. Далее мы обхват груди в сантиметрах умножаем на плотность вязания в ширину. У меня это 2,6, у вас может быть больше или меньше. Примерно получается 192 петли. Вам необходимо округлить до такого количества, чтобы оно было кратно 4. Иначе у вас рисунок может просто не получиться. Все, переходим к набору петель уже на изделие. Набираем таким же способом, как мы это делали на образец. Набираем то количество петель, которое вы рассчитали самостоятельно. Все, я набрала на спице 192 петли. Далее в правую руку берем спицу со стороны, где нитки. А в левую руку мы берем спицу со стороны начала наборного ряда. Делаем так, чтобы у нас все петли смотрели в одну сторону, чтобы у нас не было перекрутов и все было ровненько и аккуратно. Далее соединяем вязание в круг. Если вам не хватает длины лески, как у меня, то мы будем с вами пользоваться способом Magic Loop. Для этого мы складываем пополам нашу спицу и вытягиваем из середины леску вот таким вот образом. И у нас получается вот такая петля. Ту спицу, которая у нас в правой руке, мы ее вытягиваем как бы из петель немножко, но чтобы у нас не перекрылась наша петля из лески. А в левой руке мы петли наоборот подтягиваем ближе к краю спицы. И у нас таким образом сократилась длина лески. Далее мы начинаем просто вязать по кругу. Все, соединяем вязание в круг. Для этого вешаем маркер начала ряда, чтобы нам не запутаться, где у нас начинается новый ряд. Что мы делаем? Мы первую петлю провязываем лицевой и хорошо вот здесь все подтягиваем, чтобы у нас не было никаких дырок. Вторую петлю мы также провязываем лицевой. 2 изнаночных, так же как вязали образец вяжем. 2 лицевых, 2 изнаночных. Изнаночная, лицевая, снова лицевая, изнаночная и изнаночная. Так мы вяжем до того момента, пока у нас не появится наша петля из лески. Далее я вам покажу, что делать дальше. Если вам хватило длины лески, то вы вяжете просто до маркера, до конца ряда. Итак, я провязываю последние 2 изнаночные петли перед тем, как перейти к нашей петле из лески. Что с ней делать дальше? Далее мы спицу, которая у нас в правой руке, как бы вытягиваем снова вперед, а спицу в левой руке вытягиваем назад, чтобы у нас край петель был ближе к краю спицы левой. Вот таким вот образом. Если вам будет что-то непонятно, вы пишите, будем разбираться с тем, как пользоваться таким методом. Все, и также продолжаем вязать. Я закончила на 2 изнаночных, значит следующие у меня будут 2 лицевые.
Смотрите сами по рисунку, как у вас получается. И вяжем так до конца ряда, до маркера. Я довязываю первый ряд до конца, провязываю последние 2 изнаночные петли. Далее перебрасываю маркер с левой спицы на правую. Все, первый ряд у нас закончен. Снова вытягиваем правую спицу, а с левой спицы мы петли пододвигаем ближе к краю. Все. Вяжем второй ряд. Второй ряд в круговом вязании вяжется точно так же, как вязался первый. Также провязываем 2 лицевые. Все хорошо подтягиваем, чтобы у нас не было никаких дырок. 2 лицевые. Вяжем также по узору. У нас в круговом вязании не меняется абсолютно ничего. Если при поворотном вязании у нас лицевая петля с обратной стороны была изнаночной, и мы ее провязывали изнаночной, то здесь у нас все точно так же, как и было в первом ряду, так и будет в 5-м, и в 6-м, и в 7-м. Ничего не меняется. Вяжем так до конца ряда. Главное в первых рядах все хорошо подтягивать. И таким образом мы вяжем на необходимую нам высоту. У меня это 17 сантиметров. Вы можете провязать больше или меньше, на ваше усмотрение. Итак, я провязала на нужную мне длину. В моем случае это 15 сантиметров. Что мы делаем дальше? А дальше нам необходимо все петли разделить пополам. У меня 192 петли сейчас на спицах, делю на 2, будет 96. Мы от начала ряда, от маркера начала ряда, отсчитываем ровно половину петель и ставим маркер. Вот все, что мы сейчас с вами отсчитаем, это будет наша спинка. Итак, я отсчитала 96 петель от начала ряда и ставлю маркер. Вот эти петли, которые мы сейчас с вами отделили, мы их закроем. Что мы делаем дальше? А дальше мы с вами будем уже распределять петли наперед, то есть на наш вырез. Нам необходимо, чтобы 2 первые петли у нас были лицевыми. И последние 2 петли тоже были лицевыми, но у вас и у меня последние 2 петли будут изнаночными. Поэтому мы добавляем 2 петли со следующего ряда, провязывая их лицевыми. В таком случае у нас на спинке будет 94 петли, а напереди 98. У вас это может быть другое количество петель. Далее нам необходимо петли переда разделить пополам. Таким образом мы будем с вами формировать наш вырез. Для этого мы количество петель делим на 2 и от маркера начала ряда отсчитываем ровно половину. У меня сейчас 98, делим пополам, будет 49. Я отсчитала и ставлю маркер. Я поставила маркер в центр самый. И вот смотрите, вот эти вот 3 петли перед маркером и после маркера, они у нас всегда будут лицевыми. Так мы будем с вами формировать красивый край. И вот эти вот первые и последние лицевые петли у нас тоже будут всегда провязываться лицевыми. Далее объясню подробнее. Что мы сейчас с вами делаем? Мы закрываем петли на спинку. Петли мы будем закрывать точно так же, как и закрывали их при вязании образца. Вытягиваем спицы, все хорошо подтягиваем, провязываем первую изнаночную петлю, следующую также провязываем и первую петлю как бы набрасываем на вторую. Следующая лицевая, протягиваем ее через предыдущую,
снова лицевая, протягиваем через предыдущую петлю. Старайтесь сильно не затягивать петли, чтобы у нас край спинки получился не стянутым. Вот таким образом мы будем закрывать петли по всей спинке до маркера. То есть мы все закрываем, доходя до маркера. Итак, я закрываю последние петли спинки. Так, последние 2 изнаночных. Далее маркер снимаем и закрываем еще одну лицевую, чтобы у нас все получилось ровно. А далее начинается самое интересное. Мы с вами будем делать убавки и вывязывать перед. Как мы это будем делать? Сначала мы вывяжем с вами одну сторону, потом другую. То есть сейчас у нас с вами будет вязание поворотными рядами. Начинаем делать убавки. Убавки у нас всегда будут только в лицевых. Итак, первую петлю мы уже как бы сняли, а вторую петлю мы всегда будем провязывать лицевой. Далее мы разворачиваем 2 изнаночные на другую сторону, провязываем их 2 вместе изнаночной. Далее вяжем по узору до конца ряда, не довязывая 5 петель до маркера. Таким образом мы вяжем, не довязывая 5 петель до конца ряда самостоятельно. Итак, я довязала. Все. У меня сейчас 5 петель недовязанных. Что я делаю дальше? А дальше вот эти 2 лицевые петли я провязываю вместе за переднюю стенку, чтобы у нас наклон был вправо. Вот таким образом. У нас осталось 3 петли. Эту провязываем лицевой. Следующую мы просто снимаем. Нитка у нас будет за работой. И последнюю провязываем изнаночной. Все, первый ряд убавок у нас готов. Мы убираем маркер, переворачиваем изделие на изнаночную сторону. Вы можете оставить маркер для удобства, чтобы не запутаться. Первую петлю кромочную мы снимаем, вторую провязываем изнаночной по узору. Далее просто вяжем по узору. Как у нас лежат петли, так мы и вяжем до конца ряда. Здесь ничего сложного нет. Все изнаночные ряды будут вязаться по узору. Следующий лицевой ряд у нас будет с убавками. Я довязываю последние петли изнаночного ряда. Все. Снова разворачиваем вязание на лицевую сторону и будем делать второй ряд с убавками. Для этого мы первую петлю снимаем, вторую петлю мы также снимаем, нить за работой. Далее делаем убавку. Первую петлю мы снимаем, вторую также снимаем, как мы делали до этого, нитка за работой. Следующие 2 петли мы провязываем лицевой. Вообще за заднюю стенку, но я здесь почему-то решила провязать за переднюю. Но роли не играет сильно здесь. Далее мы вяжем по узору до конца ряда, не довязывая 5 петель. 5 петель мы оставили. Далее делаем убавку, провязываем 2 лицевых вместе за переднюю стеночку. Следующая лицевая, снова эту мы снимаем и последнюю провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и снова вяжем по узору. Кромочную мы снимаем, далее изнаночная, изнаночная, еще одна изнаночная, то есть по узору наши лицевые, которые закрыты петли, и вяжем до конца ряда по узору.
третий ряд с убавками. Делаем все точно так же. Первую снимаем, вторую мы тоже снимаем. Провязываем 2 лицевые уже за заднюю стенку, чтобы у нас наклон был влево. Все, еще одна убавка. Снова вяжем до конца ряда, не довязывая 5 петель. Все делаем абсолютно так же. Все, я дошла до конца ряда. Делаем убавку. Провязываем 2 лицевые за переднюю стенку, чтобы наклон был вправо. Вот таким образом. Снова лицевая. Следующую снимаем нить за работой и изнаночная. Далее провязываем высоту 5 сантиметров, при этом убавляя петли в лицевых рядах, так же, как мы делали это с вами вместе. То есть все убавки у нас будут происходить в лицевых рядах. В изнаночных рядах мы петли вяжем просто по узору. Я убавила 24 петли. Сейчас у меня на спицах 25. И я провязала 5 сантиметров в длину. Даже у меня получилось 5,5. Сейчас обязательно запишите себе, сколько у вас осталось петель на спицах, чтобы у вас вторая полочка получилась такой же. Далее, вот эту сторону, которая у нас идет рядом со спинкой, мы оставляем в покое. Больше мы там петли не убавляем. Петли мы убавлять будем только спереди, то есть на вырезе. Со стороны спинки мы петли не убавляем. То есть вот таким образом. Первую петлю мы снимаем, вторую снимаем, как и делали раньше, следующую провязываем лицевой и просто вяжем по узору до конца ряда, не довязывая 5 петель. Все то же самое, как мы делали с вами до этого, только петли в начале мы не убавляем. Я довязала до конца, не провязав 5 петель. Точно так же делаем убавку с наклоном вправо. Далее лицевая, эту мы снимаем и последнюю провязываем изнаночной. Следующий ряд вяжем по узору. Следующий ряд мы снова убавку в начале не делаем, просто снимаем, провязываем лицевую и вяжем по узору, не довязывая 5 петель до конца ряда. Все точно так же разворачиваем петли, провязываем их вместе лицевыми за переднюю стеночку. Снова лицевая, петлю снимаем и кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору. Самостоятельно вяжем вверх, убавляем до тех пор, пока у нас на спицах не останется 5 петель. Эти петли у нас пойдут на бретельки. Итак, я довязала до конца, я убавила все петли. У меня сейчас на спицах осталось 5 петелек. Ниточку сейчас мы с вами обрежем. Небольшой можно хвостик оставить, чтобы можно было потом другую нить присоединить. Ну, примерно вот так отрезаем. Все. Первая полочка у нас готова. Вот эти петельки я просто пересниму на булавочку, либо на маркер, без разницы. Далее мы будем с вами вывязывать вторую полочку точно таким же образом. Сейчас я вам это все покажу и расскажу. С этого же клубочка присоединяем нить. Первую петлю, когда мы будем присоединять ниточку, провязываем лицевой. Далее эту петлю мы снимаем, провязываем следующую лицевой обязательно. И в начале ряда теперь мы будем с вами делать убавки с наклоном влево, то есть за заднюю. Вот таким образом мы сделали первую убавку. Далее мы вяжем до конца ряда, не довязывая уже 4 петли до конца самостоятельно. Дошла до конца. Вот эти 2 изнаночные нам необходимо развернуть, чтобы у нас была убавка за переднюю стеночку. Вместе 2 изнаночные провязываем лицевой, следующую петлю мы снимаем
и последнюю провязываем кромочной. Изнаночный ряд вяжем по узору. Так, следующий ряд у нас с убавками, лицевой. Первую петлю мы снимаем. Здесь необходимо все хорошо подтянуть. Вторую петлю мы точно так же снимаем, нитка за работой. Третью мы провязываем лицевой, делаем снова убавку, 2 лицевые за заднюю стеночку. Далее вяжем до конца ряда по узору, не довязывая 4 петли. Дошла до конца ряда, не довязав 4 петли, снова делаем убавку с наклоном вправо. За переднюю стеночку провязываем 2 лицевые вместе. Следующую петлю я просто снимаю нить за работой и последнюю провязываем изнаночной. Далее провязываем 5 сантиметров в высоту по аналогии с предыдущей полочкой, делая убавки в лицевых рядах и провязывая изнаночный по узору. Оставляем на спицах такое же количество петель, как и было в предыдущий раз. В моем случае на спицах у меня останется 25 петель. Все, я провязала 5,5 сантиметров в высоту. Далее мы делаем все точно так же, как мы делали до этого. То есть петли, которые у нас идут со стороны спинки, мы их не трогаем, больше мы их не убавляем. Убавляем только те петли, которые у нас идут ближе к центру, то есть посередине. Делаем абсолютно так же. Первую петлю мы снимаем, вторую мы также снимаем, третью провязываем лицевой и следующие 2 провязываем лицевой за заднюю стеночку вместе. Далее вяжем по узору до конца ряда. В конце мы убавки уже не делаем, последние 2 петли провязываем также. Предпоследнюю снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Вяжем так, пока на спицах не останется 5 петель. Все, полочки мы довязали. Теперь нам необходимо связать бретельки. Что мы делаем? У меня сейчас на спицах 5 петель. Первую петельку мы снимаем, вторую мы тоже снимаем, нить за работой, третью мы провязываем лицевой, четвертую снимаем и последнюю мы провязываем изнаночной, как кромочную. Все. Следующий ряд изнаночный. Здесь все петли мы провязываем изнаночными до конца ряда. Следующий ряд. Первую петельку мы снимаем, вторую тоже снимаем, третью провязываем, снимаем и снова провязываем кромочную. Следующий ряд мы вяжем точно так же, как и второй, все петли изнаночные. Так, я довязала бретельки, они у меня получились примерно 31-32 сантиметра. Вы уже длину корректируете сами под ваш размер. Дальше нам необходимо их пришить к спинке. Что мы делаем? Мы складываем ее пополам, ищем как бы центр полочки и ищем те лицевые петли на резинке, в которые мы будем вшивать нашу бретельку. У меня это получается примерно вот так. Вы можете пометить эти петельки лицевые булавочкой, как я, чтобы их не потерять. Здесь нам с вами понадобится крючок. Что мы делаем? Мы вот эту бретельку как бы выворачиваем на другую сторону. Прикладываем бретельку к лицевым петлям на резинке. Берем в работу крючок. И вот здесь у меня остался небольшой хвостик. И мы будем с вами провязывать, как бы сшивать петельки. Первую петлю со спицы мы снимаем на крючок и вводим крючок в первую петлю лицевой на резинке. Далее мы просто ниточку продеваем через ту петлю, которую мы с вами подхватили на спинке, и следом продеваем ее в петлю, которая у нас была со спицы. Следующую петельку со спицы мы снимаем и в ту же самую лицевую закрытую петлю мы точно так же продеваем, протягиваем хвостик.
Далее мы снова снимаем петельку, продеваем ее уже в соседнюю петлю лицевую, уже в другую. Точно так же. И продеваем ее через предыдущую петельку. Все, у нас осталось 2 петли. Берем предпоследнюю петлю, продеваем ее в соседнюю закрытую петлю лицевую, таким образом, и протягиваем хвостик через все петли. Снова снимаем и в эту же лицевую закрытую петлю продеваем. Вот таким вот образом. Все. Первую петельку мы с вами пришили, получается вот так аккуратненько. Здесь сейчас мы с вами вот эти вот бока спрячем, которые немного торчат. Все, вот этот хвостик мы с вами вытягиваем. И сейчас будем его прятать, чтобы его не было видно. И спрячем вот эти вот края, которые у нас немного несимпатично торчат. Вводим на изнанке крючок в любую петлю. Я введу в изнаночную. И вот так вот просто продену сквозь него наш хвостик. И еще разок я так сделаю, уже в какую-нибудь соседнюю петельку. Старайтесь сделать так, чтобы на лицевой стороне ваших протяжек не было видно. Я это делаю вертикально. Вот примерно вот так. Все. Видите, у нас больше ничего здесь не торчит. Все получилось достаточно аккуратно и ровненько. Все, вторую петельку мы пришиваем по аналогии. Все точно так же, как и с первой петелькой. Вот и все, наш топ готов. Осталось спрятать все ниточки. Как это сделать, я сейчас покажу. Здесь нам понадобится крючок. Я начну прятать петельки по нижнему наварному ряду. Вот так беру крючок и по изнаночной стороне просто начинаю в лицевые петли прятать наш кончик. Здесь ничего нет сложного. Просто нужно делать так, чтобы на лицевой стороне не было ничего видно. Таким вот образом просто беру, прячу и делаю вот такой вот узелочек, чтобы у нас ничего не распустилось. Все, ниточку спрятала, обрезаю. Все. Но вот здесь еще можно немного подцепить аккуратненько, чтобы уж наверняка запрятать ее, чтобы не было видно. Ну, как-то вот так. Все. Видите, на лицевой стороне ничего не видно. Остальные ниточки на полотне мы точно так же прячем. По аналогии. Все то же самое. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.